Продолжаем распаковывать, всем здравствуйте, оборудование, которое мы получаем. Я напомню, что сейчас идет целая серия оборудования, связанного с полиграфией. Тут несколько проще, аккуратно запакованный станочек, но сразу понятно, очень люблю такие упаковки, сразу понятно, что внутри. Здесь у нас написано Bending Machine, но мы понимаем, что это аппарат для прошивки. Каждый из нас, кто... я уверен, кто заканчивал школу или учился в институте, точно мы видели, как эта вся штуковина работает. По факту, друзья, это аппарат, с помощью которого можно прошить на пружинку абсолютно любую вашу курсовую работу или еще что-то. Все это будет доступно в аудитории по полиграфии, по лаборатории Миронав. Будет доступно для работы каждому. Что внутри, я сейчас распакую и покажу вам, что там находится. Вот тут уже аккуратненько сложно. Ой-ой-ой. Либо оно очень там плотно, либо оно очень тяжелая штука. Так. Нет, я вам скажу, друзья, она действительно много весит. Радует, что есть инструкция. Не радует, что она не очень подробная, потому что на английском языке, ради бога, мы на английском общаемся, но тут как-то все очень, типа, смотри здесь, там есть вот это, и больше ничего. Ну, наверное, ничего более подробного и не нужно, скорее всего. Я с такими станками никогда не работал, но, возможно, инструкция такая маленькая именно из-за того, что сам по себе станок не затейливый. Но что я вам хочу сказать, по принципу, если тяжелое, значит качественное, есть все надежды, что эта штуковина действительно качественная. Как работает, повторюсь, не знаю. Будем вводить в эксплуатацию, будем читать инструкцию, будем разбираться, но совершенно точно это аппарат для прошивки. И он будет в аудитории по полиграфии. В целом у нас на данный момент уже практически все оборудование для полиграфии собрано. Мы ожидаем только большой копировальный аппарат Xerox. А все остальное оборудование постепенно будем распаковывать и выкладывать на ваше осуждение. Спасибо. Будем запаковывать обратно.